Новые данные о теракте в Подмосковье. Российская артиллерия обстреливает гражданских, а в Штатах прогресс с голосованием за бюджет. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. Террористы задержаны, все детали выяснены, а Путин звонит зачем-то Лукашенко. Днепрогэс после российского удара, скорее всего, восстановлению не подлежит. Днепрогэс серьезно повреждено дорожное полотно. Американский Сенат одобрил бюджет. Что теперь? Он не колеблется, и мы тоже не должны. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии. Не забывайте подписываться на наши каналы, это очень важно и совсем не сложно. Поехали. Российский Следком сообщает о 150 погибших в концертном зале Крокус Сити Холл. Но разбор завалов еще продолжается. 28 тел были найдены в туалете концерт-холла. Изучаются записи с камер видеонаблюдения, ведется работа с потерпевшими, назначены и проводятся баллистическая, генетическая и дактилоскопическая экспертизы по вещественным доказательствам, оставленным террористами на месте преступления. Это автоматическое оружие и боеприпасы. По предварительным данным, причинами гибели людей стали огнестрельные ранения и отравление продуктами горения. Следователи также уже приступили к работе с подозреваемыми в совершении преступления, которые были задержаны спецслужбами и правоохранительными органами в Брянской области недалеко от границы с Украиной. Губернатор Подмосковья тоже говорит, что количество погибших будет расти. Должен сказать, что количество жертв будет расти значительно. Сегодня в 6:30 утра спасатели зашли в зал, где происходили самые ужасные события. И буквально сейчас я вернулся оттуда. Мы видим, что ситуация там крайне тяжелая. Будут реализованы инженерные работы, вестись они будут круглосуточно. Официально пока 4 задержанных, но телеграм-каналы, близкие к правоохранительным органам, говорят, что задержаны не все нападавшие. К тому же дают другую цифру – 11 человек, причастных задержанных. Очевидцы говорят о 2 десятках человек, которые напали на Крокус Сити Холл. Твою мать, они там бегают. Они там с автоматом бегают. Российские спецслужбы заявляют о том, что нападавшие, конечно же, связаны с Украиной. И не только потому, что их задержали где-то недалеко от границы с помощью дрона. Провели целую операцию по задержанию. В телеграм-каналах распространяются записи с задержанием якобы нападавших, но мы не можем вам показать их тут. По правилам Ютуба вы можете найти всю эту информацию, видео и фотографии в нашем Телеграм. Но российские пропагандисты ни минуты не сомневались, связывать ли этот теракт с Украиной. Уже понятно, что все было срежиссировано не братьями. Найти в чатиках исполнителей – дело плевое. А дальше вопрос. Пес в вышиванке сорвался с цепи или ему дали такую команду? В любом случае виноват дрессировщик. Еще она, конечно, говорит, что западные спецслужбы еще вчера знали о том, кто организатор, и якобы именно поэтому, как говорит Симонян, скармливали версию об ИГИЛ. Интересно, что задерживали нападавших целую ночь, а одно из управлений региональной безопасности находится буквально напротив Крокуса. Но это же не одиночный пикет разгонять. Путин не реагировал на теракт, хоть пресс-секретарь и говорил, что он знал обо всем с первой минуты. Но рано утром успел только позвонить Лукашенко и зачем-то подтвердить готовность к поддержанию контактов на уровне спецслужб. Если принять за главную версию о том, что российские спецслужбы и организовали этот теракт, то такие заявления и звонок с позаранку Лукашенко может что-то означать. И когда у него есть настроение, он делает экстренное обращение к нации. Все, значит, в ужасе сжимаются, что он еще придумал. Мобилизация, военное положение, там, война с Западом. Вот. И поэтому, когда произошло что-то, очевидно, не очень ожидаемое для него, это было таким сюрпризом, на который, по всей видимости, он пока не придумал вместе со своим окружением, как на это можно реагировать. Вообще, если честно, довольно странно, да, что с учетом всей политической биографии Путина, построенной там изначально на вот этой идентичности, будем, значит, мочить террористов,
Очень удивительно, конечно, что мы уже ночью не увидели, в кавычках, сильного лидера, вокруг которого должен сплотиться народ. То есть, странно, 87% только что проголосовало официально, якобы, на псевдовыборах. Значит, обращение к нации после самого масштабного теракта за десятилетия не последовало. Но, видимо, человек занят, какие-то другие свои планы готовит. Все задержанные по подозрению в теракты в Подмосковье граждане России. Об этом сообщают телеграм-каналы, приближенные к российским силовикам. А сами силовики тем временем показывают даже номер в гостинице, в котором якобы останавливались нападавшие. И, видимо, получив эту информацию, Путин таки обратился к россиянам. Главное сейчас не дать тем, кто стоит за этой кровавой бойней, совершить новые преступления. Что касается расследования этого преступления и результатов оперативно-розыскных действий, то в настоящее время можно сказать следующее. Все 4 непосредственных исполнителей теракта, все те, кто стрелял, убивал людей, найдены и задержаны. Они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где по предварительным данным для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода государственной границы. Всего задержано 11 человек. Федеральная служба безопасности России, другие правоохранительные органы работают над выявлением, вскрытием всей пособнической базы террористов, тех, кто обеспечил их транспортом, намечал пути отхода от места преступления, готовил схроны, тайники с оружием и боеприпасами. Оккупанты тем временем атаковали пункт несокрушимости в Херсонской области. Об этом пишут в областной администрации. На момент записи этого видео известно о 3 пострадавших в результате атаки российским дроном. Днепрогэс, по которой россияне ударили ракетами накануне, вероятно, потерян, и восстановить его будет сложно. Об этом говорит директор Института водных проблем. О том, возможно ли действительно восстановить гидроэлектростанцию после 8 попаданий ракет, которые прилетели туда, рассказывает депутат местного Запорожского совета. Днепрогэс серьезно повреждено дорожное полотно, повреждены конструкции, несущие дорожное полотно. Для понимания, Днепрогэс состоит из нескольких частей. Нижняя часть, это, условно выражаясь, сама непосредственно плотина, сдерживающая воду. Она серьезно не пострадала, и прорывов воды нет, и угрозы прорыва нет. Эта часть, связанная с непосредственно работой гидроэлектростанции, 2 машзала, в которых стоят турбины, они серьезно пострадали. Более того, они и были основной целью врага, который наносил удары. Соответственно, они остановили свою работу. Сейчас решается вопрос о их техническом восстановлении. Сколько это займет времени, точно неизвестно. Отдельные системы уже удалось установить, но электроэнергию они пока не генерируют. И непосредственно дорожное полотно, которое сверху находится над плотиной, оно существенно пострадало, но вчера вечером уже удалось запустить первые, скажем так, автомобили, которые смогли проехать по плотине. О полноценном восстановлении движения говорить еще рано. Необходимо будут серьезные работы, но экстренные службы при необходимости смогут проезжать плотиной, поэтому это в данной ситуации поможет несколько в городском движении. В Красноярском крае в России закрывают 2 тюрьмы из-за того, что все зэки ушли на фронт. По официальной версии, в целях оптимизации и экономии закрывают ИК-7 в Арейском и ИК-16 в Громадске. Интересное название для российского населенного пункта. Этот опыт переняло Министерство обороны и, скажем так, активно вербует людей в местах лишения свободы, в колониях. Я общалась с людьми, которых вот так заключили контракт. Их никто, собственно говоря, не заставляет. Я очень удивилась. Я думала, что, может, как-то им угрожают, еще что-то. Почему люди заключают контракт? Нет. Людям просто говорят, ну, кем ты выйдешь после тюрьмы? Кто тебя на работу возьмет? А так ты герой будешь. Значит, еще и денег, да, но посредственно на военные действия тебя никто не отправит, ты же ничего не умеешь.
Вот. И многие люди, они сидят там, смотрят Первый канал, родственники, некоторые родственники даже пытались отговаривать заключать контракт. Но, значит, вот в таких условиях, да, дезинформированные люди соглашаются, ну, по разным условиям, да, по разным причинам, соглашались заключать контракт. И оказывалось, что совсем не то, что им рисовали. Вот. И дальше, соответственно, разные истории, да, то есть как дальше прекратить, как дальше самовольное оставление, случаи самовольных оставлений частей и так далее. Вот, то есть вербовка идет такая. В январе 2024 года Фонд поддержки пострадавших от преступлений опубликовал отчет, в котором отмечено, что некоторые особо опасные преступники, получившие помилование, возвращаясь из Украины, снова совершают серьезные преступления, что вызывает увеличение социальной напряженности. Может, не стоило пока закрывать исправительные колонии. Помилование заключенных с использованием секретных указов президента Российской Федерации после участия в военных действиях против Украины нарушает права как пострадавших, так и других граждан, подчеркивают авторы отчета. Американский Сенат разблокировал бюджет. Шатдауна не будет. Для этого выделено 1,2 триллиона долларов. И об этом за 10 минут до самого дедлайна сообщил лидер демократов в Сенате США Чак Шумер. Теперь законопроект пойдет на подпись президенту, и после этого будет возможность заняться пакетом помощи Украине, Израилю и Тайваню. Но не сразу. Хоть Конгресс уходит на короткие каникулы до 9 апреля, перспектива голосования за украинский пакет остается. В Белом доме тем временем напоминают, что Путин не сидит сложа руки, а использует каждую возможность. Он использует для своих смертоносных намерений каждую доступную ему минуту, в то время как наш Конгресс отказывается действовать. Он не колеблется, и мы тоже не должны. В Белом доме призывают не медлить с принятием закона, но остается только ждать до 9 апреля. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии, не забывайте подписываться на наши каналы, это очень важно. Тогда YouTube понимает, что это видео можно показать еще кому-то. Но у меня на этом все, до встречи и хороших вам новостей.